Всем привет! Сегодня мы будем рисовать с вами акварельный портрет. В первом этапе мы используем клячку для того, чтобы убрать все лишние линии. Я люблю сохранять в портрете некий шарм скетча, поэтому я стараюсь не все линии полностью стирать и оставлять изначальный эскиз. Так как в акварели мне нравится сохранять ее легкость и прозрачность, то первые слои я всегда начинаю легкие, с большим количеством воды и с маленьким количеством пигмента. Лессировка — это один из технических приемов нанесения краски на основу тонким просвечивающим слоем. Для этого в составе краски, как я и сказала, увеличивают количество связующего вещества. В нашем случае мы рисуем акварелью, поэтому это вода. И сквозь тонкий лессировочный слой или несколько последовательно накладываемых слоев просвечивает белый цвет бумаги, что мне очень нравится в рисовании акварелью. Вплоть до начала 20 века этот прием был одним из главных для получения необходимого цвета, эффектов светотени, тонкой нюансировки тональных отношений. Также в эпоху Возрождения художники лессировку применяли сразу на полотне, накладывали один слой поверх другого. Каждый следующий цвет изменял цвет нижнего, выходил эффект цветного стекла. В результате получаются насыщенные и мягкие тона. Эта техника достаточно трудоемкая и требует времени. В зависимости от того, на какой бумаге вы рисуете, например, хлопок или целлюлоза, время высыхания предыдущих слоев может отличаться. Если вы не любите долго ждать, можно использовать фен, но я чаще всего ориентируюсь на конкретную бумагу, на которой рисую, и просто выжидаю время. Например, на хлопке вам потребуется больше времени, чем на целлюлозе. И при рисовании акварелью по сухому, что является моим частым техническим приемом, штрихи в работе остаются четкими и не будут расплываться. Но вы также можете спокойно совмещать техники и рисовать как по сухому, так и по мокрому одновременно. Тогда ваша работа будет выглядеть еще интереснее и привлекательнее. А за счет того, что первый слой будет более прозрачный, будет проще скрыть ошибки, если они появятся. Возможно, у вас будут возникать трудности, и, например, цвета в работе получаются недостаточно чистыми или вовсе выглядят грязно. Тогда я советую вам изучить свои краски. Вам не нужно много знать, вы просто должны понять главное правило. Если краска многопигментная и в ее составе более 3 пигментов, то в смеси с похожей или другой краской, цветом, может образоваться грязь. Поэтому важно отсортировать свою палитру и изучить, как цвета смешиваются между друг другом. Вам достаточно провести это исследование один раз для составления своей палитры, чтобы в последующем вам было проще работать и уже знать, на что способна ваша палитра. На бусте я также делала после своей палитрой и потратила немало времени, чтобы из сотни тюбиков выбрать именно те, которые бы давали отличный результат при смешивании. И закономерность вышла очевидной. Самые чистые и прозрачные цвета получаются при смеси однопигментных красок. Ссылка, кстати, на пост о моей палитре будет прикреплена под видео. В своих работах я редко стремлюсь к реализму. Однако я и создаю порой реалистичные портреты, но тем не менее для меня как художника важно находить новые способы и создавать нечто иное от реальности. Поэтому я часто совмещаю реализм и некую декоративность в своих рисунках. Я не стремлюсь рисовать каждую деталь четко и выверенно, и тем более уходить в гиперреализм, ведь иначе я не смогу создать что-то новое. Поэтому я часто экспериментирую с акварелью и стараюсь пробовать разные технические приемы. И чаще всего я совмещаю разные техники для создания нужного эффекта. Потому что мне нравится, когда в рисунке есть нетронутые места бумаги. Мне нравятся переливы и градиенты, легкость и некая свобода акварели. Но одновременно с этим я люблю четкие линии, контрасты и акценты. Мои рисунки отличаются от изначального референса, так как я стараюсь или во мне просто заложено находить цвета, которые спрятаны в глубине. Возможно, непонятно говорю, но я стараюсь видеть не просто портрет, телесный цвет кожи, а то, из каких цветов этот телесный состоит. И чаще всего это не бежевые телесные оттенки, а голубые, зеленые, желтые, фиолетовые. И остальное множество цветов, которые существуют. Я вычленяю их и усиливаю в своей работе. В данном рисунке я достаточно стилизованно нарисовала волосы. Впрочем, я почти всегда так делаю. Мне не нравится не рисовать, не видеть в своих работах
супер детализированные волосы, так как в совокупности с остальной работой, где все написано в легкой и прозрачной манере, сильно проработанные волосы, на мой взгляд, будут перетягивать на себя очень много внимания. А для меня важнее, чтобы работа в целом выглядела гармонично и стильно, поэтому всегда нужно искать баланс и создавать акценты. Поэтому я стараюсь балансировать между незаконченностью и проработкой и совмещать эти два понятия в одной работе. Когда у меня это получается, работа вызывает у меня восторг. Да и в таком макропортрете, как мне кажется, зритель должен зацепиться за глаза нарисованной девушки, а не на что-то другое. И благодаря проработанным глазам зритель начнет свое путешествие по рисунку, даже такого маленького формата. И надеюсь, вы уже начали это путешествие. И хочу с вами попрощаться, сказать спасибо. И буду рада вашей обратной связи. Пишите свои пожелания в комментариях. Я буду все читать и отвечать.